Привет! Меня зовут Марина, вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Надеюсь, вы уже посмотрели видео с словом «большой» и его синонимами. А теперь давайте посмотрим на антоним к слову «большой», а именно сегодняшнее видео будет о слове «маленький» и его синонимах. И со словом «маленький» все намного проще, чем со словом «большой». Маленький – это незначительный по размеру, в первую очередь. Что-то небольшого размера. У слова «маленький» будут синонимы: небольшой, крошечный, крохотный, микроскопический. Давайте сейчас разберемся, что и когда, какое у нас может быть. В первую очередь, когда вас спросят синоним к слову «маленький», вы скажете «небольшой». Так ведь? А вот вообще-то небольшой – это не очень маленький. А вот слова крохотный, крошечный, микроскопический – это уже что-то прям очень маленькое. И первые слова крохотный, крошечный – это вообще-то слова разговорного стиля. Если будем говорить про какие-то отвлеченные понятия, то чаще будем использовать слова маленький, небольшой. Маленькое путешествие, небольшое путешествие. Маленький отпуск, небольшой отпуск. Маленькая неприятность, небольшая неприятность. Помним, что небольшой – это не очень маленький. Кстати, слово «очень» – очень маленький, очень небольшой. Только с этими словами мы можем использовать слово «очень». Очень крохотный – нет. Очень крошечный – нет. Очень микроскопический – нет. Очень маленький – да. Очень небольшой – да. И то не так часто. Крохотный, крошечный, микроскопический – это что-то очень маленькое. И если крохотный, крошечный вы можете часто услышать, и здесь есть еще какое-то вот такое вот милое дополнительное значение. Милый, крохотный ребенок, крошечная кошка и так далее. То у слова микроскопический есть устойчивая сочетаемость. Микроскопический размер, микроскопическая часть, микроскопическая доля, микроскопическая доза, микроскопический кусочек. И вроде бы все. Давайте еще попробуем посмотреть на предложениях. Например, женщина небольшого роста. Мы можем сказать женщина маленького роста. А вот сказать женщина крохотного роста – нет. Женщина крошечного роста – нет. Мы просто скажем женщина крохотная, женщина крошечная, а вот женщина микроскопическая точно нет. Или на руках она держит крошечную собачку. Видите, здесь есть еще какое-то дополнительное значение. Нам нравится эта собачка. На руках она держит крохотную собачку. Да, можем сказать. На руках она держит небольшую собачку. Да, но здесь уже больше, чем крохотная и крошечная. Да? То есть это не очень маленькая. На руках она держит маленькую собачку. Да. На руках она держит микроскопическую собачку. Нет. Так русские говорить не будут. Или предложение. У меня к вам маленькая просьба. Да, часто встречается. У меня к вам небольшая просьба. Да, можем сказать. У меня к вам крошечная просьба. Ну, уже реже. Я бы сказала, что вообще такого никогда не слышала, как и крохотная просьба. А тем более микроскопическая просьба. Нет. Или же в зоопарке нам понравились маленькие рыбы. Да. В зоопарке нам понравились небольшие рыбы. Да. В зоопарке нам понравились крошечные рыбы. Да. В зоопарке нам понравились крохотные рыбы. Да. В зоопарке нам понравились микроскопические рыбы. Нет. Но в зоопарке нам понравились рыбы микроскопического размера.
Да, так мы можем сказать. И давайте последнее предложение. Выставка маленькая, но интересная. Да, можем сказать. Выставка небольшая, но интересная. Да, можем сказать. Выставка крошечная, но интересная. Ну, еще раз, очень редко мы когда так можем сказать, и здесь есть дополнительное значение, какая-то такая милая, крошечная выставка. Редко, но можем. Выставка микроскопическая, но интересная? Нет. Это было видео о слове «маленький» и его синонимах. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока! До скорой встречи!